Здравствуйте! Сегодня мы направляемся в альтернативный парк медведей, который находится в городе Ворбис. От места, где мы живем, это буквально 15-20 минут езды на машине. И вот пока мы едем, немножко расскажу вам об этом парке. Он был создан в 1996 году для охраны природы на месте бывшего зоопарка. В зоопарке еще была станция помощи животным, которые оказались без родителей. Здесь принимали волков, медведей. Но после объединения страны интерес посетителей к зоопарку упал. Зоопарк был закрыт, но в 1995 году была предпринята попытка найти нового хозяина, нового владельца. И так получилось, что в то же самое время немецкая организация по защите животных долгое время искала место, чтобы воплотить в жизнь идею парка для медведей, которые попали в беду. Вот мы уже въехали в сам город Ворбис. Он нас встретил высоким шпилем кирхи, прекрасным горизонтом. И по навигатору ищем, где же находится этот парк. Вот он, мы уже на автостоянке. Автостоянка бесплатная. И направляемся уже к самому парку. И это первый медведь, которого мы увидели на своем пути. Вот он прекрасный, мощный, красивый. На этом плакате читаем: «Добро пожаловать в альтернативный парк медведей Ворбис. Идем к административному зданию, чтобы приобрести билет». Взрослый билет стоит 11 евро. Здесь читаем и игровая площадка, и перекусы, и Веренвальд, медвежий лес, стрелочка 360 метров. И первое, что я здесь вижу из зелени, из цветов, это розовые каштаны. Наяву розовый каштан вижу впервые. Это такая прелесть, это просто восхищение. Вот теперь у меня парк медведей будет также связан с розовыми каштанами. А здесь мы читаем письмо, либо гесте, дорогие гости. А пишет его вот эта медведица Майка, которая родилась еще на территории бывшего зоопарка, а сейчас проживает на территории альтернативного парка для медведей. Вот, она приглашает нас пройти по медвежьим тропам вместе с ней. Вот здесь еще увидела интересные такие информацию. Вот для детей интересно покрутить этот деревянный диск. Ну, не только для детей, я тоже с удовольствием это сделала. И вот мы попадаем в лес, а леса здесь буковые. И видим первого медведя, который притаился. Честно говоря, я даже вздрогнула, потому что здесь просто тропа и все, никакой ни сетки, ничего. Ну, это мишка пока не настоящий. Ну, а здесь еще видим плакат, что здесь обитают бурые медведи и американские черные медведи. А вот это сетчатый тоннель, по которому мы как раз и ходим, он находится как раз посередине альтернативного парка. И здесь почти на каждом шагу мы видим медведей. Мы видим медведей. Надо сказать, что этот парк был создан для медведей, которые оказались в беде, у которых была сложная предыдущая жизнь, в частности, которые работали в зоопарке. И практически у всех животных неизлечимые психологические травмы. Вот все эти животные до момента поселения в этом парке находились в тяжелых условиях. В данный момент территория парка занимает 7 гектаров, но планируется расширение до 40 гектаров. Это первый альтернативный медвежий парк в Германии. Основная идея заключается не в том, чтобы животных выставлять на показ, а просто в том, чтобы позволить крупнейшему хищнику Европы, медведю, быть медведем на широких просторах, чтобы реанимировать его инстинкты
и чтобы он смог открыть в себе частичку дикого животного. Потому что медведям, которые когда-то подвергались жестокому обращению со стороны людей, как и волкам, не разрешалось делать это в своих предыдущих жизнях. Сейчас они вместе живут и учатся, и им здесь хорошо. И вы знаете, о чем я узнала здесь? Ну, естественно, прочитав один из плакатов в этом парке. Вот медведь ходил, поел яблоко и устал. Вот они все вольготно себя чувствуют. На самом деле здесь человек – гость. Гость в царстве медведей и волков. Они ходят, что-то ищут, поднимают с земли. Здесь им разбросали и яблоки, и морковку. И вот о чем я хотела рассказать. Вернее, о чем я здесь узнала. Что здесь, в Орбисе, в альтернативном парке медведей, находятся два медведя из Украины. У нас в Харькове есть, был и будет. А почему будет? Потому что сейчас экопарк полностью разгромлен, потому что он находится как раз на линии разграничения. Сейчас в нашей стране война, и этот парк полностью уничтожен. И вот этот парк знали не только мы, харьковчане, жители Харьковской области, жители Украины. Это очень известный экопарк имени Фельдмана у нас в Харькове. И вот во время войны, как я уже сказала, экопарк разрушен, многие животные убиты, многие убежали, очень многих нашли и вернули. И, конечно же, многих животных эвакуировали. И вот в частности медведица Асука и медведь Папай, бурые медведи, это сестра и брат, они находятся как раз на территории альтернативного медвежьего парка. Очень волнуюсь. Вот здесь, в Германии, в Орбисе. Вы знаете, как он хрустел морковку, было слышно, было хорошо слышно, хотя мы находились в этом проволочном тоннеле, наверное, в метрах 10. Ни в одном другом заведении в Центральной Германии невозможно увидеть волков, рысей и медведей, которые так естественно и дико живут в природе. Вот он, ходил и прилег. Ну, видно, конечно, что мишки не молодые такие, но бодренько ходили, постоянно двигались, перемещались, что-то кушали. Мы видели очень много медведей, наверное, штук 10, если не больше. Видов животных здесь 17. Количество животных, общее количество животных 140. Это парк под открытым небом. Как я сказала, район покрыт буковым лесом. Здесь есть небольшой луг и 2 пруда. Вот как раз медведь направляется в сторону пруда. Да, вот вода показалась. Но чтобы они купались, мы не видели. Здесь мы видим возраст медведя, рост и вес в зависимости от его возраста. Вот 10-летний медведь, рост 2,80 и 400 килограммов. Мы получили огромное удовольствие. Пусть медведи живут долго и хорошо.